Здравствуйте, друзья! В эфире «Геоэнергетика Инфо». С вами Радайкин Максим. И я, Борис Марцинкевич. Всем добрый вечер. Правительство Казахстана утвердило место строительства второй атомной электростанции. Вторую АЭС построят в Жамбылском районе Алма-Атинской области. Если подрядчиком первой в АЭС выступает Росатом, то второй, скорее всего, станет китайский CNNC. Борис Леонидович, пожалуйста, прокомментируйте. Это некоторая конкуренция между российскими и китайскими атомщиками, или тут какой-то другой интерес? Тут, наверное, Восток дело тонкое, надо прислушиваться к каждой фразе. Подрядчиком по первой атомной электростанции выступит Росатом. Звучит замечательно. Но по условиям тендера строить будет международный консорциум во главе с Росатомом. Решение о тендере прозвучало весной прошлого года, 25-го, а состав консорциума до сих пор не объявлен. И вдруг раздается фраза, что подрядчиком будет Росатом. То ли принято решение, что можно обойтись безо всяких консорциумов, и если технологии российские, то пусть Россия сама и строит. То ли что-то еще, то ли кто-то из журналистов ошибся, когда составлял вот этот текст. Изначально, когда было принято решение по первой атомной электростанции, напомню, и референдум прошел о приемлемости атомной энергетики для Казахстана, референдум сказал «да», прозвучала сразу мысль о том, что второй площадкой будет отдана консорциуму международному, но во главе с китайской компанией. Поскольку атомных корпораций государственных Китая 3, то на всякий случай напомню, что решение было конкретно по ведущей корпорации государственной CNNC, China National Nuclear Corporation, предыдущее название Третье министерство. Да, есть общие черты в атомных проектах Советского Союза и Китая. У нас было Министерство среднего машиностроения, здесь вот Третье министерство. Конкурируют ли две компании, будут ли создаваться консорциумы? Здесь действительно такое двоякое состояние. С одной стороны, да, у Росатома свои проекты, ВВР-1200. Вот сейчас первый сигнальный экземпляр ВВР ТОИ. Посмотрим, что из этого получится. Основная задумка была в том, чтобы немножечко снизить себестоимость, немножечко снизить сроки строительства, немножечко повысить мощность. То, что мощность повысили, это мы уже услышали. 1250 мощность ВВР ТОИ. Если мы говорим о Китае, то решением экономического отдела ЦК Компартии Китайской Народной Коммунистической партии принято решение, что на экспорт будет предлагаться ровно один проект, Драгон-1, он же Хуалонг-1, он же HPR-1000. Тут никто особо не скрывает, что технология доработана. За основу брались американские технологии компании Westinghouse, реактор AP-1000, AP-1000. Ну, действительно, существенные изменения есть, и считается, по крайней мере, в Китае, что этот реактор относится к поколению 3+. Многие эксперты не согласны, потому что в конструкции этого реактора не предусмотрена ловушка распала. А если говорить о постфукусимском кодексе безопасности, разработанном МАГАТЭ, то ловушка расплава обязательный элемент. Но, тем не менее, с одной стороны, да, каждый предлагает свое. С другой стороны, сотрудничество Росатома и CNNC началось в 1997 году. То есть, приближается уже к 30 годам. В атомной энергетике таких партнеров можно по пальцам пересчитать. С чем это связано? С тем, что в 1997 году началось строительство первых двух блоков атомной электростанции Тяньвань, ВВР-1000, не 1200, а именно 1000, потому что этот проект был разработан специально для сейсмоопасных зон и на тот момент представлялся оптимальным. И что характерно, несмотря на то, что строительство началось в 1999 на площадку вышли, ловушка расплава уже имела место быть. Это, так скажем, о компетенциях российских атомщиков, то, что принесло дополнительные страдания на атомной электростанции Фукусима в 2011 году,
было предусмотрено в 1997 при подписании договора. Так что сказать, что мы только конкуренты, ну, не очень получается. Мы вроде бы конкуренты, у каждого свой реактор, но когда немецкая компания Siemens в очередной раз отказалась сотрудничать с российскими компаниями, имеется в виду поставка автоматизированных систем управления технологическими процессами для электростанции Аккую, которую Росатом строит в Турции, на выручку пришли именно китайские специалисты. И сделали это в достаточно сжатые сроки. Все поставки оборудования идут под достаточно четким контролем со стороны государственного регулятора Турции. Соответственно, ушло где-то менее полугода для того, чтобы суметь убедительно доказать, что качество, предоставляемое китайскими специалистами, ничем не отличается от немецкого. И я надеюсь, что при строительстве атомной электростанции в Казахстане, даже если будет запрос со стороны Казахстана, чтобы оборудование отвечало каким-то более высоким, так скажем, европейского уровня требованиям, к Сименсу никто не пойдет, сразу обратятся в ту же самую компанию CNNC, которая вроде бы как конкурент. Теперь где конкуренция? Если смотреть по числу строящихся блоков Росатомом и CNNC, то оно, в общем-то, приблизительно одинаковое. Единственное отличие, что с зарубежных проектов с реактором HPR-1000, он же Хуалонг-1, он же Дракон-1, у Китая ровно 2. Оба энергоблока построены в Пакистане. Дальше можно долго пытаться ответить на философский вопрос. Пакистан для Китая – это точно зарубежное государство или не совсем? То есть опыта строительства за рубежом нет. Это немножечко отличается от строительства у себя дома. Здесь другая логистика, здесь другие расстояния, здесь другая система приемки будет. Если подходить так же, как делает, допустим, Узбекистан, строительство еще не началось, но узбекские специалисты побывали и в наших конструкторских бюро, и на действующих станциях, и на заводах, которые производят оборудование, на заводах, которые производят топливо. То есть проверено уже все на свете. Готов ли к такой жесткой работе Китай? Готова ли к такой работе компания CNNC? Тоже пока ответа нет. И, может быть, тот опыт, который Китай приобретет при строительстве атомной электростанции в Алматинской области, пригодится где-то в других странах. Но с другими странами у Китая пока, да, они финансово совершенно по-другому готовы, чем Россия. У них более мощная база машиностроения, приборостроения и так далее, но для того, чтобы выйти на зарубежные рынки, надо получать одобрение государственных регуляторов. Такой существенный прорыв, если не считать Пакистана, у Китая намечался в Англии, но не сложилось. Не сложилось по политическим мотивам. Там лицензирование государственным регулятором Англии идет в 3 этапа, во всех остальных странах в 2 этапа, здесь в 3. 2 этапа лицензирования Китай прошел совершенно уверенно. 3-й включал в себя и общественное слушание оценки воздействия на окружающую среду. И вот до 3-го этапа Китай просто не допустили по политическим причинам. На этом прекрасном острове под названием Британия решили, что сотрудничать с Китаем нельзя. Если бы то, что было намечено в Британии, действительно состоялось бы, это означало бы еще и одобрение со стороны Евратома. А в этом случае можно намного проще общаться с любыми государствами, входящими в состав Европейского Союза. Но вот не сложилось. Может быть, вот этот заход новый с более цивилизованной страной, чем Англия, я имею в виду Казахстан, будет способствовать тому, что Китай сможет выйти на зарубежные рынки. Не в Пакистан, а в какие-то другие страны, потому что спрос на атомную энергетику растет. Есть страны, которые разговаривают о том, что необходимо строить атомные электростанции. Европейские, в Соединенных Штатах любят разговаривать о том, что нужно строить. А есть страны, которые действительно строят. Так что не исключено, что для Китая это будет вот такая вторая попытка выхода на международные рынки. Получится, не получится, сказать сложно. Если смотреть на поведение самого Казахстана, у меня почему-то вот мое личное оценочное мнение, что Казахстан
старается довести ситуацию до того, чтобы между CNNC и Росатом было больше сотрудничества, а не конкуренции. На всякий случай напомню, в недалеком прошлом, в прошлом веке, когда еще на политической карте мира была такая страна, как Советский Союз, в мире сложилась так называемая большая атомная тройка. Соединенные Штаты, Франция и Советский Союз. И сейчас от этой тройки остались только воспоминания. Соединенные Штаты не строят просто ничего на день сегодняшний. У Франции строительство идет ударными темпами, они поднимают настроение всему миру, позволяя наблюдать, как ловко у них все идет. Атомная электростанция Олкилуота, 18 лет строительства, атомная электростанция Фламанвиль, 17 лет строительства у себя дома, какие-то астрономические сметы для Англии и так далее, и так далее. Поверить в то, что у французов появится огромное количество заказчиков, ну, разве что Армения, страна загадочная, там все можно. Но больше желающих, чтобы у тебя велось строительство там 3-4 пятилетки и удваивалось, утраивалось света, но как больше не наблюдается. А если смотреть на общее количество строящихся атомных энергоблоков на планете, то на долю 3 китайских корпораций и Росатома приходится 84%. И понятно, что если удастся выстроить какую-то модель сотрудничества взаимовыгодную, ну, конкурировать-то особо и не с кем, если не выяснять отношения между собой. Что, на мой взгляд, рискованно со стороны Казахстана, это сотрудничество с китайскими корпорациями, теми, кто не имеет на день сегодняшний собственных технологий по переработке обученного ядерного топлива. Если в случае с Росатомом вопрос об этом не стоит, традиционные топливные контракты – это не только предоставление свежего ядерного топлива, но и изъятие облученного ядерного топлива на переработку с возвратом только высокоактивных отходов. Все, что можно перерабатывать, остается в России. Мы знаем, куда применять. То, что не перерабатывается, пока, вот, к сожалению, возвращается обратно. Для стран, на территории которых работают российские и советские атомные электростанции, это выгодно, потому что к неперерабатываемым отходам относятся 3% из облученного ядерного топлива. Либо вам нужно решать проблему с геологическим захоронением 100 тонн радиоактивного материала, либо 3 тонн. Ну, согласитесь, достаточно существенная разница. Я с нетерпением ждал обещанного анонса. В конце 2025 года в Китае должна была начать работу первая опытно-демонстрационная линия по переработке облученного ядерного топлива мощностью 200 тонн в год. Но пока ни в одном открытом источнике информации о том, что все получилось, я не видел. Понятно, что Китай в этом направлении в обязательном порядке будет двигаться, но вопрос, с какой скоростью, с учетом того количества энергоблоков, которые Китай сейчас строит на своей территории, 28 штук, понятно, что прежде всего перерабатывать он будет собственное ядерное, облученное ядерное топливо. Будут ли у него возможности перерабатывать облученное топливо, которое на атомных электростанциях, с атомных электростанций, которые построены за рубежом, ну, пока вот информация не поступала. В случае России даже вопросы задавать не надо, здесь все отработано. Есть очень приятная новость из Железногорска. Действительно, как отмечали французские специалисты, это технологическая линия по переработке облученного ядерного топлива сразу 3-го поколения. Опытная экспериментальная линия, небольшая, сейчас оценивают, взвешивают все за и против, но если все в порядке, то там не будет образования жидких радиоактивных отходов, самых неприятных, с ними сложно работать. То есть те технологии, которые разработаны в России, позволят обойтись без этого. В этом случае с российскими атомщиками все в полном порядке. Китай с какой скоростью сможет освоить эту технологию, развить ее до необходимого масштаба, сказать сложно. Но есть и третья сторона. На территории Казахстана работает завод по производству ядерного топлива. Топливо идет для Китая, тоже совершенно не секрет. Оно идеально подходит для французских атомных электростанций.
второе поколение реакторов на территории Китая. Это действительно французские технологии, доработанные, доведенные до ума, но топливо используется ровно такое же. Если говорить о сечении, то это не наш советский российский шестигранник, это квадрат. Изготавливается уже 200 тонн топлива, это много. Там есть неназванный партнер, то есть как бы контракт подписан двумя странами, Казахстаном и Китаем. Урановая руда добывается на территории Казахстана. Потом кто-то где-то ее обогащает. Совершенно неизвестно, кто это делает. И на завод по фабрикации ядерного топлива приходят уже обогащенные урановые продукты, из которого можно формировать таблетки. Урбинский завод, действительно великолепное качество этих таблеток. После того, как возникли государственные границы между Россией и Казахстаном, в России пришлось в общей сложности потратить почти 10 лет, чтобы выйти на такое же качество, которое давала Ульба. То есть, если реактор будет построен по китайским технологиям, то у Казахстана совершенно невероятная история. Топливо для собственной атомной электростанции будет производиться непосредственно в Казахстане. Если, конечно, не подведет неназванный третий участник, который обогащает уран. Большая загадка, кто же это делает. Но никому не известно, мы никому не скажем. С этой стороны, да, выгоднее работать с Китаем, потому что топливо будет собственное. Но у Китая может возникнуть вопрос, джентльмены, когда мы инвестировали в строительство этих технологических линий по фабрикации топлива, мы рассчитывали, что топливо идет к нам. Теперь вы у нас его хотите забрать, чтобы вам было хорошо. Но не исключено, что ответом будет предложение увеличить мощность, чтобы всем хватало. Неназванный партнер обогатит, собственно говоря, любое количество урановой руды. Неназванный партнер имеет более 40% мировых мощностей по обогащению урана и легко с этой работой справляется. Маршрут отработан, Новосибирск недалеко. Я не проговорился. Государство я не назвал. Новосибирск – это какой-то город где-то в Сибири, очевидно. Ну вот какая-то такая обстановка. Посмотрим, что из этого получится. Тем не менее, если все будет идти по тем планам, которые имеет на день сегодняшний Казахстан, его Министерство энергетики, действительно в одной стране, не так далеко друг от друга, будут работать две ведущие атомные корпорации планеты. И есть надежда, что общий язык мы сумеем найти. Напомню, что касается, допустим, 3-4 блоков на атомной электростанции Тяньвань, то в истории 21-го столетия это первый случай, когда атомные энергоблоки были построены раньше контрактного срока с опережением на полгода. И это действительно тот уровень взаимодействия, который есть между российскими атомщиками и, так скажем, энергетическим машиностроением в Китае. Работа была четко поделена на две части, каждая отвечает за свое, каждый дает гарантии на свою работу. Все, что касается атомного острова, то есть активная зона реактора, все перегрузочные механизмы, бассейны выдержки, это только Росатом. Электрическая часть, ротор, статор, генератор, система вывода мощности китайская. Если аккуратно поделить работу, то можно даже опережать сроки, не превышая смету. Может быть, вот такой вариант можно использовать и в Казахстане. Борис Леонидович, большое спасибо за комментарии, друзья. Подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке. Спасибо, до новых встреч. Не забывайте распространять наши ролики в ваших социальных сетях, это тоже существенно помогает проекту. Всем спасибо за внимание, всем всего доброго.